Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня второй урок, посвященный игровому движку Castle Game Engine. Будем рассматривать основу программирования, то есть это начало погружения в программирование на этом движке. Как я уже говорил, на этом движке мы программируем на языке Pascal. Поэтому подойдут различные игровые, точнее, редакторы кода, такие как Visual Studio, Delphi, Lazarus и какие-нибудь другие варианты. Ну, это самый распространенный, который я сейчас назвал, который позволяет нам непосредственно редактировать код с подсветкой и подсказками. Если кто-то хочет хардкорно, то, конечно же, вы можете редактировать и писать код непосредственно в ноутпаде или, например, в блокноте, что тоже не запрещается. Я открыл стандартный свой начальный проект, на котором мы делали в прошлый раз, когда учились добавлять с вами 3D-модельки различные. У нас есть камеры, которые, соответственно, имеют навигацию с гравитацией, и мы можем перемещаться внутри данного объекта. Что нам нужно для того, чтобы программировать или писать код? Ну, для облегчения варианта, конечно же, скачать и установить редактор кода. У меня здесь, соответственно, установлен редактор кода Red Studio, который бесплатный на год там берется, то есть дается Delphi. Ее можно каждый раз обновлять, каждый год. Это ничего плохого, кажется, но зато у него большое много всяких инструментов касательно разработки приложений под различные платформы. Либо взять Visual Studio код, например. Кому-то нравится Lazarus, может быть, Lazarus со школы использует, и почему бы и нет, можно его тоже установить. Желательно, конечно, его установить раньше, чем редактор кода, редактор игр, вот этот, ну, если все зависит от того, как тут уже как получится. Установили, тогда нужно будет, соответственно, чтобы понять, определил ли он установленный редактор кода. И если он сам не определил, то помочь ему найти эти редакторы кода, соответственно, на вашем компьютере. Так, ну что ж, давайте посмотрим, где это может быть находиться. Когда мы установили редактор кода, у меня установлен Visual Studio, еще раз повторюсь, и Delphi. Поэтому мне нужно зайти во вкладку Project и выбрать Preference. Тут есть вкладочка Preferences. Кликаю по нему, у меня откроется окно. Сейчас я покажу вам его, если оно... Вот так. Preference. В этом окне мы можем, соответственно, дополнительно настроить различные, так сказать, тонкости в работе с редактором. Нас интересует в данном случае сейчас код-эдитор, то есть редактор кода. И по умолчанию, когда я уже установил, открыл проект новый, он, соответственно, мне нашел путь на Delphi и путь Visual Studio, код, который у меня установлен. Следовательно, я могу использовать Delphi и Visual Studio код. Сейчас у меня стоит галочка на Visual Studio Code, соответственно, я им и пользуюсь. Все, когда я выбрал нужный редактор, я нажимаю ОК, и дальше я могу продолжить работать с редактором, с программой. Итак, что нам нужно здесь учитывать в нашем дальнейшем программировании? Это то, что код написан у нас будет на Паскале, и, соответственно, расширением он имеет pass. Находится он в папке код. В папке код. Итак, как открыть папку код? Папку код, соответственно, находится непосредственно в иерархии в нашем нижнем окне, где у нас написано название проекта. Ну, в моем случае проект называется ТТТ. И у него есть три папки: Visual Code, Code и Data.
Соответственно, в коде, в папке кода у нас есть Game Initialization Path и Game View Main Path. Вот View Main Path нам и нужен как главный ключевой файл. Этот файл будет инициализироваться, соответственно, в файле Game Initialization Path. Выбрав его двойным щелчком мыши, мы откроем его в редакторе кода. Мы его откроем в редакторе кода. Так. Сейчас я переключусь. Переключился я на него. Вот у нас редактор кода. Чтобы он имел соответствующую подсветку, вы можете непосредственно в расширениях установить Castle Game Engine. Castle Game Engine. Это расширение для Visual Code, который позволит нам иметь подсветку кода и, соответственно, подсказки, какие нужны для быстрого написания кода. Установите, и, соответственно, дальше уже будем работать непосредственно с ним. Итак, поехали дальше. Переходим к нашему коду. Итак, сам код уже имеет некий шаблон, который уже имеет ряд функционала. Полностью весь рассматривать не будем, потому что есть нюансы. Все, что описано здесь, мы можем найти в документации. Документация у нас, соответственно, присутствует на сайте Castle Game Engine. Castle Game Engine. Здесь у нас есть вкладка Documentation, мануал, например. В мануале у нас, соответственно, расписано самые ключевые моменты программирования, разработки игры. Как в 2D формате, так и 3D формате. Здесь же кратко есть и моменты, изложенные по созданию, написанию кода. Указаны моменты по использованию классов и как их описывать, и объектов игры, как соединять с классами, соответственно, как их определять и дописывать, так сказать. Так. Все объекты принадлежат неким классам, которые могут принадлежать, соответственно, еще более глобальным классам. Все эти классы глобальные называются units, единицы. Они, соответственно, указаны, вот можно найти их непосредственно в документации. Основные главные, так сказать, глобальные классы, на которых можно ссылаться для работы с тем или иным частью программы или игры. По умолчанию у нас, соответственно, сейчас я отключу и включу код. По умолчанию у нас, соответственно, есть уже добавленные классы. Вот они здесь в 10 строчке указаны. Класс векторы, класс сериализация файлов, элементов игры. Классы UI Control и просто Controls, то есть взаимодействие с управлением, устройством управления. Дальше у нас работа, взаимодействие с кнопками, мышью класс. Это непосредственно самые базовые классы. Дополнительно я рекомендую для начала работать еще классы использовать, которые нам нужен для взаимодействия с отображением игры, viewport, и, соответственно, с классом сцен непосредственно, чтобы взаимодействовать непосредственно еще с объектами элемента сцены. Поэтому они так и называются T-Castle сцен и T-Castle, точнее просто Castle сцен и Castle viewport. Viewport, так. Это все указано в документации, вы можете потом посмотреть вот этот пример, где я указал viv-код, то есть посмотреть использование
простого кода в, в программировании именно разработки игры. Так. Ну, а я, соответственно, добавлю нужные классы. Добавлю нужные классы. Как добавить нужные классы? Нужные классы добавляются, соответственно, вот дальше можно идти по списку, поставить запятую и вставить Castle Scene, Castle Viewport. И в конце обязательно точка запятой, завершение импорта классов нужных. Итак, у нас они есть. Теперь обратите внимание на вкладку Type и Published. Здесь мы, соответственно, вот в этой области публикуем или описываем те объекты, с которыми будем работать. И, соответственно, привязываем их тип, к которому они относятся, к какому типу класса они относятся. Если это бокс, то там какие-нибудь примитивы, то они относятся там T-Castle Box, T-Castle Sphere и так далее. Там есть разновидности. Если это 3D-модель, то это сцен, T-Castle Scene и так далее. То есть в зависимости от того, что мы будем использовать, мы вот здесь их можем описать. В паблике мы, соответственно, можем описать элементы, которые будут публичные, которые публично используются вот непосредственно общедоступны в нашем редакторе кода, в нашем коде, в нашей логике. Доступны из любой функции, из любого класса, условно так. Здесь мы можем видеть раздел переменной var, который определяет основную переменную t-view-main, то есть отображение вот всего этого нашего 3D пространства. У нас, соответственно, оно отображено здесь с помощью создания, конструктора создания этого пространства. Ну а дальше у нас есть две функции, так сказать, стартовая функция и функция обработки кадра. Так, это я уберу пока, это пока не нужно. Функция обработки кадра. Update. Она похожа, то есть старт и update, это похоже, если по аналогии, кто знаком с Unity. В Unity есть также void start и void update. Вот это примерно то же самое функционал, то же самое, выполняет те же самые действия, что и в Unity. То есть здесь мы стартовые, при старте первого кадра происходит, что создаем, а здесь, соответственно, в апдейте мы реализуем непосредственно, что происходит в каждом кадре в результате. Последним шаблоне, в последнем функции в этом шаблоне является, соответственно, функция нажатия, то есть событие нажатия на клавишу, там, на тачскрин или еще на что-нибудь. То, что отвечает, то есть реагирует на касание. И здесь мы можем, соответственно, написать событие обработки с какой-то клавишей или тачскрином, или еще с мышкой. То есть в зависимости от того, что мы хотим здесь сказать. Вот тут пример как раз и указан в комментариях, как это будет реализовано. Чуть попозже мы потом к нему подойдем, если успеем за это урок. А если нет, значит на следующем видеоуроке. Итак. Что мы сейчас попробуем с вами сделать? Мы попробуем с вами сделать, создать простой кубик, изменить ему цвет и заставить его двигаться в определенном направлении. Для этого нам нужно создать переменную, например, куб 3. Я его назову. Обратите внимание, я его создам как раз в Published. Поставлю двоеточие. И укажу ему, соответственно, тип, которому он принадлежит. Должен принадлежать. Castle Box. T-Castle Box. Откуда я нашел этот класс, да? Вы можете спросить. Нашел я его очень просто. Достаточно перейти непосредственно в наш редактор кода. И вот напротив каждого объекта, который находится в иерархии нашего проекта, написан в скобочках его класс, которому он принадлежит. То есть тип класса, которому он принадлежит. Соответственно, если я хочу удостовериться, что он именно бокс принадлежит T-Castle Box, вот я, видите, смотрю Box T-Castle Box, вызываю. И, соответственно, вот он, редактор, здесь указан, точнее, класс, какой он принадлежит, какому классу принадлежит.
Так. Удалим. Нам пока не нужен. Мы должны создать его, соответственно, программно. Давайте это и сделаем. Итак. Мы определили тип данных kube tcastlebox. Теперь нам нужно определить еще viewport, где это все будет отображаться. Так как одно дело создать, а другое дело еще отобразить, чтобы мы это видели. А чтобы, если мы должны это видеть, то мы, соответственно, должны указать путь, где это располагается. Главный viewport, которому принадлежит это все вот эти объекты, это вот он называется viewport 1. Соответственно, связанный с камерой 1 непосредственно для работы отображения с этим пространством. Вот этот viewport 1 мы тоже должны определить в коде. Viewport 1 мы должны определить в коде. Поэтому я определю этот viewport. Я просто в редакторе трехмерном графике вот этой Castle Engine скопирую название этого объекта, вставлю его в виде переменной, укажу двоеточие и, соответственно, укажу, какому классу он будет принадлежать. А он принадлежит у меня tCastle Viewport. Вот так, viewport. Точка запятой. Определили мы куб и viewport. Пока больше нам здесь ничего и не надо. Теперь перейдем в старт. Вот в конструкции begin-end мы должны вписать то, что будет происходить в стартовой строчке. То есть, обратите внимание, в языке Pascal всегда присутствует begin и end. Это еще один оператор, который не присутствует, например, в языках C++ там, или C#, не присутствует в Python, нет их в Lua и так далее, а вот в Pascal они есть. Есть они еще, если мне память не изменяется, и в Basic, например. Begin, соответственно, начать, end закончить. И, соответственно, в этой конструкции мы и пишем. Begin и end пишутся не только в конструкции функции, но и процедур функций, но и также в конструкциях ветвления условия и цикла for, while, неважно какие конструкции, через какие операторы вы будете создавать, но begin и end лучше использовать, чтобы не возникли дополнительные ошибки. Так. В каких-то моментах их можно не использовать, когда там одна переменная работает в вашей логике. Но если вы сомневаетесь, лучше использовать begin-end всегда. Так, что я и буду делать? Итак, в старте я вызову переменную куб 3 и присвою ему его к классу tCastlebox. А точнее с вызовом функции create. То есть она позволит мне создать мой куб, но при этом я должен в скобочках указать параметры. По умолчанию в документации мне предлагает, что нужно добавить параметр free@stop. Free@stop. Можете потом почитать, зачем, может быть, он нужен. Сейчас это не сильно важно. Главное нам попробовать создать куб. Итак, мы создали куб. Если мы сейчас запустим, то данный куб у нас не отобразится. Даже можем проверить. Давайте попробуем. Так. Сейчас я... Ага. И попробую запустить. Так, я сейчас сначала сохраню.
Так, еще раз сохраняю. И запускаю. Yes. Смотрим, сейчас будет прогрузка окна. Прогрузка окна. Так. Так, окно прогрузилось, сейчас посмотрим. My Project. Вот он, My Project. Открылось окно. И, соответственно, я вижу, что ничего у меня здесь вот нет. Вот в нулевой точке пока не отобразился у меня непосредственно мой куб. Следовательно, теперь мне нужно именно дописать эти нюансы. Непосредственно в код. А чтобы отобразить мой куб, мне нужно использовать как раз тот самый viewport. И через viewport в элемент items добавить мой блок, мой куб. Куб, который я, соответственно, создал, куб 3. Тогда он отобразится. Если помните, из прошлого урока мы как раз все объекты трехмерные отображали в items, чтобы, соответственно, они были видны. То есть перемещали именно там, создавали. Поэтому и здесь тоже нам нужно это применить. Viewport 1, как видите, хорошо идет подсказка. Viewport 1, items. Так как он здесь вот не находит, items.add, то есть функцию вызываем add добавка, добавление объекта. И, соответственно, здесь в скобочках указываем, кого будем добавлять. А добавлять мы будем, соответственно, куб 3. Куб 3. Ну вот, мы его добавили. Я обязательно должен сохранить код, иначе он просто не сработает при повторном запуске игры. Надо обязательно пересохранять. Итак, ну что ж, теперь мы запустим. И посмотрим, что же у нас получится. И вот у нас уже есть некий куб. Он, соответственно, центр попал в центр, соответственно, положения пола. И, соответственно, половина его части находится внизу под полом. И, следовательно, мне нужно сейчас попробовать, например, поднять его немножко на вершину. Стандартно, соответственно, куб имеет определенный размер. Он по шаблону создается, то есть мы же не указали ни его ни размер, ни так далее. У куба, как и у любого другого элемента, есть, соответственно, параметр свойств. Вот для того, чтобы переместить, точнее, извиняюсь, для него есть параметр translation. А для того, чтобы, например, сделать его цвет какой-нибудь определенный, есть параметр color, например. Если нам нужно повернуть, есть параметр rotation, ну и так далее. То есть все это указано у нас, соответственно, в свойствах к данному объекту. Попробуем сейчас его поднять, этот куб, и попробуем изменить его цвет. Все это будем писать также в старте, то есть линейно, друг под дружкой. Вот мы, соответственно, создали куб, мы его, соответственно, разместили. Теперь мы его поднимем с помощью функции kub3. Параметр translation. Сейчас я проверю на всякий случай в документации. Правильно я написал. Правильно. Translation — это, соответственно, трехмерное преобразование перемещения в векторном трехмерном пространстве. Поэтому здесь надо присваивать ему именно трехмерный вектор. А так как у нас уже класс вектор добавлен, то мы просто вызываем этот вектор, какой нам нужен, какого расширения. Вектор 3. Вектор 3. И указываем ему значение. Ну, в данном случае по y 0, например, 3, например, 0. То есть вот я поднял его непосредственно на высоту 3 единиц измерения для его, соответственно, определения его положения высоты. А теперь я добавлю ему еще цвет. Куб 3.
.color. Color это тоже параметр этого объекта, поэтому мы можем вызвать его вот таким вот образом. Color из документа и даже из свойства, сейчас я обращу на это вам внимание, чтобы вы тоже увидели. Например, вот я создам, или вот у нас объект, здесь он, нет, в сцене, наверное, нет этого элемента, но вот, например, в нашем плейне есть color, и у color есть 4 значения, то есть он в формате RGBA определяется. То есть схема RGB плюс альфа-канал. Альфа-канал, если он единица, то насыщенный цвет. Если 0, то он будет прозрачный. То есть не будет цвет. Чем меньше он стремится к нулю, тем более такой ненасыщенный цвет у нас будет получаться. Даже если мы будем указывать какие-то определенные цвета. Поэтому в большинстве случаев сейчас будем альфа-канал всегда ставить равно единице. Так. Переходим к нашему коду и, соответственно, используем. Так как у нас 4 значения, мы можем использовать, есть тут специальный класс tCastleColor, но я могу предложить вам, чтобы не дополнительно не добавлять этот класс, использовать, например, тот же самый класс вектор и просто вызвать четырехмерный вектор. Вектор 4. И указать здесь в нем 4 значения. R, например, 0, 1, 0, 1. От 0 до единицы мы изменяем цвета, и, соответственно, будет цвет в зависимости от того, максимально у меня в данном случае это RGBA. То есть RGG единица, остальные по нулям, кроме альфа-канала. Получается у меня G это green, зеленый цвет. Вот я указал зеленый цвет, поднять на высоту, соответственно, куб еще 3 пикселя. Сохраняю, обязательно сохраняю. Перехожу непосредственно в мой редактор игры и запускаю сборку игры, чтобы посмотреть, что же у меня получилось. Что же у меня получилось? Так, давайте посмотрим. Вот тот самый зелененький кубик у меня создался. То есть я это и сделал. Я это и сделал. Сейчас я покажу. Вот он. Создался тот самый зеленый куб. Непосредственно на высоте 3 от пола. Ну, от центра, точнее, если считать от его центра куба до, соответственно, центра начальной точки 0,00. Это у нас 3 будет. Соответственно, если бы, наверное, единицу, он бы около пола был бы. Так, вот у нас куб. Замечательно, он стоит на одном месте. Ну, уже хорошо что-то. Теперь мы можем сделать так, чтобы он двигался, например, бесконечно двигался вдоль линии, например, Z, там, до 50 или там до 30 значений, а потом возвращался в исходную точку. Как это сделать? Для этого как раз мы можем воспользоваться второй функцией, процедурой. Это TViewMainUpdate, так называемая, где у нас, соответственно, каждый кадр обрабатывается, не рендерится. Вот здесь мы как раз и добавим изменение положения нашего куба с каждым кадром. Давайте сначала для этого создадим, например, переменную. Поэтому можем создать локальную переменную, локальный раздел переменных, обозначив их через параметр var, соответственно, раздел переменных. Посмотрите, я их делаю перед begin, но внутри процедуры. Далее я могу назвать переменную как хочу. Ну, в данном случае я назову ее t от слова translation. И, соответственно, через двоеточие укажу, к какому типу он будет относиться. В данном случае мне нужно, чтобы он относился к вектору, трехмерному вектору. Поэтому я должен указать, что это t-вектор 3, так называемый тип данных. t-вектор 3. Точка, запятой.
Указав этот параметр, дальше я могу уже делать какие-то манипуляции. Что я могу делать? Я к t должен, например, как один из простых алгоритмов, присвоить положение нашего куба. Куб translation. Куб 3, извиняюсь, translation, конечно же. Куб 3 translation. Присвоил. Далее я должен изменить это значение. Например, вот таким образом t плюс на какой-то вектор. Вектор 3. Ну и по z мы будем сдвигаться, поэтому 0, 0, 0. А здесь поставлю 10. И умножу на временную задержку, которую нужно для рендеринга одного кадра. Здесь она определяется таким вот образом. Контейнер FPS second passed. FPS почему? Потому что здесь уже у нас указан параметр FPS. Так. Вот у нас контейнер FPS есть такой, и вот мы его и используем. Контейнер FPS, но тут только second passed, то есть прогрузка вот это кадра одного в секунду. Итак, мы изменили. Хорошо. Теперь, если мы должны присвоить новое положение куба, измененному новому значению, то есть t. Все бы хорошо, но тогда в этом случае у нас будет двигаться он бесконечно куда-то далеко. А чтобы это не происходило, мы должны ограничить этот процесс. Например, условие if, если t.z больше 50, давайте лучше меньше, больше 30, то when условие пишем. Дальше я могу поставить begin. Вот здесь и одна переменная, но все-таки поставлю begin и end. Точка, запятой в конце у end. Так, поставлю такую конструкцию и внутри укажу, что t.z будет приравнено минус 10, например. И заставим его двигаться заново. Этот вектор. Вот примерно такая конструкция у нас получилась. Сейчас нужно сохранить. И посмотреть, что же у нас получится. Я включаю. Так, ошибся в написании вектора. Давайте обратим на это внимание с вами. Итак, ошибка у меня вот здесь, вектор. Так, сохраним. Он нам подсказал, где ошибка, и, соответственно, сейчас попробуем исправить и посмотреть, сработает или нет. Вот у нас движется. Ой, это я зашел в магазин. Так, движется наш кубок. Спокойно. То есть, в зависимости от того, какой вектор мы там, соответственно, укажем значением перемещения, в 10 раз увеличим, в 10 раз будет скорость быстрее. То есть сейчас на 10 он каждый раз смещается, в зависимости от прогрузки кадра, еще секунды время.
И, соответственно, если мы также еще увеличим 10, то он будет еще быстрее летать. Или, наоборот, 10 уменьшим, будет медленно. То есть такая у нас некая платформа есть, на которой можем, скорее всего, мы с вами тоже взаимодействовать с ней. Так, ну что ж. На этом у меня все на сегодня. Это был начальный урок по программированию. В следующий раз рассмотрим другие аспекты написания кода. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.